Сегодня Юля забрался на руки. Но это ненадолго. Ну да. А Сёма ушел, кстати, обиделся сразу. Ревность. Дорогие друзья, по многочисленным просьбам мы создали в Telegram канал из жизни орхидей. Если вам удобно и вы пользуетесь Telegram, то ссылка на этот канал будет оставлена в описании под видео. Подписывайтесь на Telegram канал, если вам это интересно. Сегодня покажу вам орхидею Пениф. Первый раз я вам ее показывала в сентябре 2022 года. Получила ее цветущую из Краснодара. Оставлю ссылку на это видео. Вы можете посмотреть, какого крупного размера были у орхидеи листья и какое количество их было. Вот что происходило с этой орхидеей в течение 2 лет. Она цвела, стояла на полке, не предвещала ничего плохого. И вдруг я на ней обнаруживаю огромную колонию клещей. Причем она появилась в тот момент, когда мы отдыхали на море. То есть видео вышло в сентябре, но получала я ее в августе. Мы снимали видео, а потом они выходили, по мере того, как выходили. И получилось, что показываю я ее в сентябре, а в действительности я ее получила в августе. И вот за то время, пока мы были на море, ее просто съел клещ. Даже не съел, я бы сказала, сожрал. Когда я приехала и увидела эти колонии клещей, я была в ужасе. И вот эти 2 года я боролась с тем, чтобы, во-первых, избавиться от такого количества этих насекомых, а во-вторых, вырастить и спасти эту орхидею. В чем же это заключалось? Вот настолько были глубокие поражения, что от нее остался всего 1 лист. И этот лист до сих пор живой. Вот этот лист. Почему я говорю 1? Да, очень все понятно. Вот здесь орудовали клещи. То есть они высасывали весь сок из этой орхидеи. В этом месте. Вот здесь. Иногда мы видим почернение на стволе орхидеи и думаем, что это болезнь. Да, конечно, когда клещи вот так прокалывают орхидею, высасывают из нее сок, разносят разные заболевания. Бывают вот такие почернения, бывает клещ распространяется и на листьях. Серебристые очаги – это только начало, это значит, еще грибок не поселился, но сок из орхидеи уже высосан. И там такие серебристые пятна, разнообразные, разной формы. Но когда проводишь по этим пятнам влажным ватным диском, диск становится оранжевый. А когда он становится оранжевый, это значит, что там такое количество насекомых, а у клеща яйца и сам клещ такого красновато-оранжевого цвета. Вот так, по крайней мере, я определяю, есть ли клещ или нет. Но я-то вижу его и в микроскоп. Я всегда говорю своим подписчикам, чтобы определить, есть ли у вас клещ или нет, а не микроскоп, а не увеличительного стекла нет в наличии. Нужно взять ватный диск, протереть и рассмотреть ватный диск оранжевый, то клещ есть. В общем, спасала я эту орхидею 2 года. 3 листа она новых вырастила и зацвела. Я вам часто рассказываю о препаратах, с помощью которых можно бороться с клещом, но буквально вчера
мы поехали с мужем в Ашан, и я увидела еще один препарат, хотя знала об этом препарате, но никогда его не использовала. У меня даже есть такой же препарат на основе серы, называется Тиавит Джет, но он в гранулах. Я не очень люблю гранулированные препараты, и когда я увидела суспензию сера, и это не только от вредителей, но и от болезней, как, впрочем, и тиавит. Можно пользоваться и тем, и другим, но помнить, что это препараты контактные, то есть попали на клеща, попали на личинки, яйца вряд ли, потому что яйца защищены оболочкой, и препарат вряд ли туда проникнет, но степень защиты 2 недели. А за 2 недели клещ точно вылупится из яиц, и вполне возможно, что погибнет. Но все препараты, абсолютно все, даже если эти препараты с трансламинарной функцией, все равно бороться с клещом нужно каждые 7 дней. И вот на этой орхидее я не только каждые 7 дней боролась, я боролась 2 месяца разными препаратами. Сначала одним 4 опрыскивания, потом другим. И так продолжалось 2 месяца. Но я его победила. Есть еще вот такие препараты, которые тоже можно использовать. Все делать так, как написано в инструкции, но в отличие от многих препаратов от клеща, они сразу борются и с болезнями. То есть клещ, когда кусает, он может передать какое-то заболевание, то есть разносят грибковые инфекции клещи. Так же, как и все вредители, которые прокусывают орхидеи. Так вот эти 2 препарата сразу борются и с грибковыми заболеваниями. Вот, помирились. Да, мои золотые. Ну хорошо. Хоть тут мир, дружба. И еще была крайне удивлена. Ну, вы знаете, животных у нас много. Есть и коты, и собаки. Коты на улицу не выходят, а с собакой мы гуляем 2 раза в день. И при нашей сухой и жаркой погоде у нас много клещей. И, конечно, маленькая собака ходит не только по тротуару, но и заходит в какую-то даже сухую травку и может запросто принести домой клеща. А для животных это очень опасно. И, конечно, мы их обрабатываем и тех, и других, и от блох, и от клещей. И придя в ветеринарную клинику, ну, собаку очень сложно у нас опрыскать каким-нибудь препаратом. Я попросила таблетки от клещей и блох, потому что летом я обрабатываю их почти каждый месяц. Но мне посоветовали для кошек, ну, как, впрочем, и для собаки можно, вот такой препарат. Называется Фолайн. Я не говорю, что нужно срочно бежать и купить такой препарат, потому что все-таки это для животных. Но я была крайне удивлена, когда прочла на упаковке активное вещество. И это оказался аверсектин. А я прекрасно знаю, что фитоверм и клещевид – это одно и то же. Вот смотрите, даже здесь написано. Активное действующее вещество – это тоже аверсектин. Вот. 2 препарата рядом, один для цветов, другой для животных. И, конечно, мне было интересно, но мы же всегда говорим, что когда мы обрабатываем орхидеи от каких-то вредителей, животных нужно убрать, не дай бог, чтобы на них что-то не попало. Конечно, мне в ветеринарке рассказали, что при обработке ни в коем случае, когда нанесли этот спрей на животное, ни кот, ни собака не должны себя лизнуть. Но это и понятно, мы тоже никогда
не пьем химикаты. То есть как-то должно высохнуть на шерсти, и тогда это становится для животного безопасно. Но я же прочла все, что касается аверсектина. Все, что только нашла в интернете, я обязательно почитала. Это самый безопасный препарат для животных и людей. Но борьба таким препаратом с клещами на растении, она очень длительная. И нужно обязательно при обработках повышать дозу такого препарата. То есть сначала мы читаем в инструкции и делаем, как написано, например, на 2 литра 1 миллилитр. Делаем первую обработку. Потом добавляем полдозы. То есть на 2 литра берем 1,5 миллилитра препарата. Через неделю. Да, через неделю. Борьба контактными препаратами и такими, она длительная. То есть 5, 6, 8 раз. И даже если вам говорят в японском препарате, что с одного раза вы избавитесь от всего, у меня ни разу за 20 лет так не получилось. Хотя первые 10 лет клещей не было. Ну вот не было их. Потому что если бы съели хоть одно растение так, как съели пениф, я бы это увидела. А вот через 10 лет начали появляться, ну, кто только не появился. И мучнистые червецы, и щитовки, и клещ, и трипс. Каждой твари по паре. Но клещ для моего региона, он более распространен, потому что для него очень подходящие условия. Ну и, конечно, мы никаких птичек в доме не держим, и естественных врагов у клещей в квартире нет. В природе есть там, может птица любого съесть, но клещи тоже паукообразные, но пауки тоже с ними справляются, божьи коровки с ними справляются. Но в домашних условиях этого нет. Приходится работать препаратами, такими как циавит, клещевит, фитоверм, санмайт, карамайт. Вот еще сера теперь у меня есть. Так что, если заметили и выявили, что на вашем цветке появился клещ, борьбу начинайте сразу. Причем не пропускайте вот эти 7-дневные периоды, потому что если вы не обработали, то из яиц вылупились новые клещи, ну, там сразу не вылупляются, сначала у них 4 стадии проходят, но это 4 стадии проходят за неделю при высокой температуре. И опять через неделю появился взрослый половозрелый клещ, который отложит яйца. Поэтому процесс очень длительный, но бороться надо. И когда закончится ваша борьба, вы обязательно увидите цветение прекрасной орхидеи. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.